Привет, мои хорошие, да. Про любовь к себе. Такая тема избитая. Любовь к себе. Что это вообще? Да ничего, каждый это понимает вообще по-своему. Но я вам хочу сказать, что вы не можете не любить себя. Вы рождаетесь уже изначально с любовью к себе, самой любовью. Вы и есть это сама любовь. Поймите, что любовь к себе – это ваша природа. Вы не можете себя не любить. Вот это ты себя не любишь. Ты любишь себя. Просто ты спрятал того, кого ты любишь, себя из любви к себе. Потому что он получает травму, и ты его оберегаешь. И так, таким образом формируется ложное «я». А вот это «я», которое истинное, оно там, мы его прячем с помощью ложного «я», чтобы мы не причинили никакой беды. Мы его оберегаем, чтобы понравиться другим. Короче, что такое ваша природа? Истинная. Ваша истинная природа – это когда вы влюбляетесь в кого-то, вспоминаем это чувство. Каждый хоть раз влюблялся. И такое ощущение, что у вас растут крылья, и все преодолимо. Это ваша истинная природа. Это чувство вы испытывали в детстве, просто вы забыли. Это можно вспомнить с помощью трансцендентных практик, медитаций и так далее. Это и есть ваша природа, это любовь. Так вот, когда нам приходят люди, которые нам подсвечивают, как зеркало, да, что это и есть наша природа, и мы начинаем испытывать любовь, мы связываем это, свое чувство внутри, отделяя его от себя, связываем это с человеком, который к нам пришел, и якобы с ним связано это чувство. Ну, вот это гормоны счастья, да, так назовем. И мы путаемся. Мы думаем, что это человек, а не мы. На самом деле он просто подсвечивает. Нам всегда нужно это зеркало, чтобы вспоминать нашу природу. И тогда возникает наш истинный «я» во время влюбленности, который готов творить чудеса. Это и есть ваша природа. В общем, мы думаем, что это такой он классный, крутой, что он пришел в мою жизнь. На самом деле это все внутри вас. Вы это можете запомнить и сохранить. Это ваша природа, с которой вы родились. Этот абсолютный потенциал стать с кем угодно. Но когда мы с этим человеком это связываем, у нас это фиксируется, и когда человек уходит, мы зависимы от этого состояния, и нам кажется, что если он уйдет, мы потеряем это чувство. Мы потеряем часть себя, мы не можем себя потерять. Это внутри нас, все внутри нас, просто мысль о том, что это связано с ним. И, в общем, когда приходит этот человек, да, который нам это все подсвечивает, мы связываем это чувство с ним. И когда он уходит, нам кажется, что он забирает эту часть нас. Это невозможно, мы не можем себя потерять. Вот. Это чувство внутри нас, он просто подсветил. Но так как мы связываем это с ним в голове, эта мысль, что он уходит, и он забирает это ощущение, и мы тогда становимся зависимым от него. Короче, все дело в гормонах. Ешьте бананы и шоколад, и будет вам кайф. Я шучу. Короче, вы должны понять, что вы не чья-то половинка, вы и есть сама любовь. Вы сама любовь, вот это вот полноценность. Любовь не в понимании человека. И мы сейчас поговорим о том, что такое абстрактные слова. За каждым абстрактным словом есть лексическое значение, которое каждый понимает по-своему из своего прожитого опыта. Каждое чувство – это какой-то опыт. И вот мы берем эти абстрактные выражения: любовь, грусть, счастье, депрессия. И из своего опыта мы называем это любовь. Но у нас, у каждого нет материального ничего за этим словом, поэтому мы свой опыт туда вкладываем. И поэтому любовь – это тоже меня любить так-то. Я думаю, что мой партнер проявляет любовь, когда ведет себя вот таким-то образом. Мой партнер думает, что он проявляет любовь ко мне, ведя себя таким-то образом. То есть, как это происходит? Я себя веду по отношению к партнеру так, как хочу, чтобы вели по отношению себя по отношению ко мне. Мой партнер также делает, да? И у нас разные представления о том, что любовь, грусть и как из этого выходить, абстрактные понятия, они абсолютно субъективны. Что происходит? Происходит то, когда мы влюбляемся, мы этот идеальный образ навешиваем на партнера, из этого идеального образа имеем к нему ожидания. Но за этими ожиданиями стоит еще и наше представление, что значит любить меня. И так у каждого, прикиньте, каждый навешивает на друг друга ожидания, и еще из своего опыта и представления, как нужно меня любить.
Короче, происходит полный трешняк. Научитесь разговаривать, сами не можете, идите к психологу, ничего не получается, вы хотите идти к психологу, ваш партнер нет. Ну, либо вы с этим миритесь, либо это партнер не вашего уровня. А это очень грустная история. Вот. Найдите эту точку любви самому к себе, и у вас не будет проблем. Вам не нужно будет клянчить эту любовь у кого-то. И тогда вы будете встречать партнера не того, который как пазл входит в вас, да, вот я недолюбленный в этом месте, он недолюбленный в этом месте. И вы друг друга восполняете и колбаситесь в этом неврозе. А когда вы поймете, что вы не чья-то половинка, вы абсолютно полноценная душа, воплотившаяся как божественное проявление сюда, тогда вы встретите такого партнера на своем, другие вам просто будут неинтересны. И вам будет просто по кайфу вместе, вы ничего друг от друга клянчить не будете.